Второй саммит мира, ужасное убийство в Лондоне и новые ограничения в Беларуси. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. СБУ задержала капитана корабля, перевозившего ворованное зерно, а военно-морские силы планируют расширить коридор безопасности в Черном море. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял приказы оккупантов. Ограничения на использование американского оружия на территории РФ должны быть сняты, во всяком случае. Так считает спикер Палаты представителей. Именно республиканцы являются той силой, которая пытается бить по всех тех позициях Байдена. Джордж Клуни призывает Байдена сдаться и признается ему в любви. Единственная битва, которую он не может выиграть, это борьба со временем. Ни один из нас не может. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на канал и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». Так вы можете нас поддержать. Поехали. Киев планирует провести второй саммит мира, но уже с Россией, еще до президентских выборов в США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Попытки организовать встречу накануне выборов в США указывают на ощущение неотложности со стороны Украины, поскольку она сталкивается с перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Источники Bloomberg среди чиновников из западных стран говорят, что в принципе не против, но любая встреча должна быть тщательно организована с четко определенной целью и управляемыми ожиданиями. В России уже отреагировали довольно предсказуемо и однозначно. Говорят, не будут участвовать в таком. Москва считает планы Киева и Запада на новое мероприятие попыткой реабилитироваться за провал в Швейцарии. И с его содержанием все уже понятно, включая прежнюю риторику на проталкивание тупиковой и ультимативной формулы Зеленского. О перспективах второго саммита мира и, скорее всего, второго тоже без России мы спросили политолога Максима Джигуна. Участие России сейчас больше нужно для Украины и с точки зрения той ситуации, которая на фронте сейчас происходит, и с точки зрения того, что не очень-то реалистичным выглядит будущее Соединенных Штатов без участия там Дональда Трампа, либо в роли президента, либо с серьезным представительством республиканцев в обоих палатах Конгресса США, чтобы получить вот этот перевес силы, перевес позиций более сильной Украины, нежели в России в условиях изоляции с очень немногими партнерами во внешнем мире. Поэтому Россия пытается расколоть сегодня позицию, которую предлагает Украина с союзниками, и пытается заигрывать на каких-то своих тезисах, что переговоры возможны, но только на условиях России, и никакой саммит мира не поможет. Как заставить Россию взять участие в этом саммите? Никак. Если не будет желания, не будет давления, не будет силовых инструментов, которые могут, скажем так, создать условия для того, чтобы Россия села за стол переговоров в формате саммита мира, сделать это невозможно. Украинская служба безопасности задержала капитана африканского судна, которое вывозило зерно из Украины, из оккупированного Крыма. Судно не раз швартовалось в Севастополе, забирало награбленное и затем следовало на Ближний Восток, реализуя украинское зерно под российской маркой. Служба безопасности задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на РФ. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял приказы оккупантов на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма. Для маскировки капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства, пишут так в СБУ. Россия продолжает вывозить украденное зерно с территории Украины. К примеру, из порта Мариуполя оккупанты вывезли еще одну партию украинского зерна. В частности, из новой партии урожая зерновых уже вывезено более 80 тысяч тонн. Вместе с тем Украина планирует расширить коридор для прохода гражданских суден в Черном море. Командующий ВМС Украины говорит, что для этого очень пригодятся F-16. И после уничтожения российского военно-морского центра на оккупированном полуострове возможности россиян значительно сузились.
Поговорили мы об этом с капитаном первого ранга украинских ВМС запаса Андреем Рыженко. Они могут выполнять функции ПВО, перехватывать ракеты, отслеживать, обнаруживать, отслеживать, уничтожать самолеты противника. То есть это они могут, и я думаю, что они будут для этого задействованы. Кроме этого, у них есть еще и ударная функция, то есть они несут крылатые ракеты противокорабельные, и я думаю, что они могут быть использованы для ударов по инфраструктуре противника морской, приморской, и по ударам по надводным кораблям. С момента, когда мы начали активно применять вот этим комбинированным способом беспилотные системы и ракеты по кораблям и по целям на побережье военным, была ограничена и возможность применять надводные корабли и подводные лодки с пунктов базирования. Мы знаем, что самые новые корабли и подводные лодки, все они вывели из Севастополя, Новороссийск. Мы знаем, что после ударов по порту Кавказ они даже, в общем-то, ограничивают и принимают дополнительные меры безопасности по базированию уже в Новороссийске. И часть своих кораблей даже перебрасывали в Азов. Греция, Румыния и Болгария создали коридор военной мобильности. Заявил об этом министр обороны Греции. Говорит, подписали договор с коллегами из 2 других стран. Коридор будет проходить через так называемое «восточное крыло НАТО» и предусматривает объединение инфраструктур 4 портов – Салоники и Александрополис в Греции, Сварной в Болгарии и Констанции в Румынии – 4 стратегически важными городами для НАТО. Подразумевает такой план возможность для военных перемещаться из города в город в Европе и за ее пределами и беспрепятственно пересекать пограничные пункты в ходе выполнения своих миссий. Спикер Палаты представителей США и премьер-министр Великобритании не против снять ограничения на использование предоставленного Украине оружия по территории РФ. Майк Джонсон сказал об этом после встречи с делегациями стран НАТО на саммите в Вашингтоне. Говорит, намерение Конгресса было именно таким. Я объяснил, что воля Конгресса состоит в том, чтобы позволить им гибкость в использовании оружия и помощи, которую мы уже успели прислать, чтобы они могли вести войну так, как они считают нужным, и я сторонник этого. Пройдет ли такая инициатива через Белый дом или упрется в те же самые отговорки о том, что не хотят там больше эскалации, мы спросили у политолога Максима Джигуна. Создается впечатление, что именно республиканцы являются той силой, которая пытается бить по всех тех позициях Байдена, когда он говорит, что именно он остановил Путина, именно он не дал возможности просунуться российским войскам к границам НАТО, пытаясь демонстрировать, что они больше поддерживают Украину и надо быть более решительным. Под этим давлением позиция Белого дома может резко меняться, причем в сторону улучшения, скажем так, интересов Украины. Поэтому этому решению еще и сопутствует заявление от премьер-министра Британии Стармера, который сказал, что Британия не препятствует ударам ракетами Storm Shadow вглубь России. Это создает дополнительное давление на Байдена, который считает, что главной его победой геополитической за период представления интересов американских граждан была именно российско-украинская война и помощь Украине. В пригороде Лондона из арбалета были убиты жена и 2 детей комментатора BBC Джона Ханта. Подозреваемый задержан на территории кладбища в одном из районов Лондона. Он ранен, но полиция не применяла оружие. О мотивах и деталях не говорят. Известно только, что, скорее всего, подозреваемый был знаком с семьей сотрудника BBC и о том, что у него, скорее всего, было, кроме арбалета, и другое оружие. Джон Хант комментировал для BBC скачки. Компания транслирует различные виды спорта в прямом эфире. В Белоруссию новые ограничения. Тем, кто имел доступ к государственной тайне, нельзя было выезжать за границу и так, но теперь это будет уголовно наказуемо. Теперь за такой незаконный выезд можно получить до 3 лет лишения свободы. А если нарушили особо злостно, то даже до 5. Джордж Клуни призвал Джо Байдена сняться с выборов.
Голливудский актер, сторонник демократической партии, говорит, что считает президента своим другом и любит его как сенатора, вице-президента и президента. Верит в его характер и моральные качества, но одну битву Байден таки выиграть не сможет. Единственная битва, которую он не может выиграть, это борьба со временем. Ни один из нас не может. Ужасно это говорить, но Джо Байден, с которым я виделся 3 недели назад на сборе средств, не был Джо Байденом из 2010 года. Он даже не был Джо Байденом из 2020 года. Это был тот же человек, которого мы все видели на дебатах. Клуни считает, что в Демократической партии должны прекратить делать вид, что 51 миллион человек не видели того, что они на самом деле видели. Он считает, что демократы настолько напуганы перспективой второго срока Трампа, что решили игнорировать все предупреждающие знаки. Я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые видео. Пожалуйста, не останавливайтесь на этом. А также не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.